Здравствуйте, друзья! Вы снова на канале Веселые Инженеры. Я рад вас поприветствовать. Меня зовут Андрей, и сегодня тема нашего видеоурока очередного будет называться «Вал и ось». В чем отличие? В чем же все-таки отличие данных деталей, которые широко применяются в машиностроении и не только применяются абсолютно, наверное, везде? Сегодня мы с вами рассмотрим, и надеюсь, что будет достаточно интересно. А перед тем, как мы начнем, попрошу вас подписаться в группу ВКонтакте «Веселый инженер», где только тематическое видео, отличная компания, и всегда можно обратиться за консультацией ко мне и к моим подписчикам, то есть к вам. Итак, мы начинаем. Конечно, самое древнее, наверное, 19 еще века, да, машиностроение, которое только-только начиналось. Уже тогда люди знали, что для производства, возьмем автомобиля, так как все-таки мой канал больше посвящен машиностроению, да, то в автомобилях используются как валы, так и оси. Почему так, мы, естественно, будем рассматривать далее. Раньше большинство конструкций также использовали различные валы и используя различные оси. Время шло, и машиностроение, и не только, и вообще вся промышленность развивалась, и в процессе этого происходило много различных превращений. Появлялись новые конструкции, новые автоматизированные процессы. Также было чем удивить и уже в более современных станкостроительных, машиностроительных производствах, судостроительных и многих. Но оставалось все-таки неизменно только одно: это вал и ось. То есть эти вещи имели принципиально одни, так сказать, отличия и определенные характеристики, которые так или иначе выделяли и отделяли их друг от друга. И сейчас мы конкретно по каждому пройдемся. Итак, начнем, пожалуй, с валов. То есть вал, да, вал может быть различных конструкций, их достаточно много, поэтому в этом видео я освещать их не буду. Мы, потому что немножко по другой теме, так сказать, сегодня собрались. А так, есть различные конструкции валов, они могут быть сборные, различные, там на них навешиваются шестерни, какие-то коленчатые могут быть, да, там много различных конструкций, об этом можно почитать, в принципе, в открытой литературе без проблем. Вот такие валы. Давайте рассмотрим на примере редуктора. Да, в редукторе нет осей, есть валы. То есть получается, смотрите, вот раз вал, два вал, три вал. А отличие в том, что здесь могут быть как валы с одетыми на них шестернями, да, так и может быть вал шестерный. Как вот, допустим, в третьем варианте, да, позже мы схему немного такую похожую, да, рассмотрим. Это именно вал шестерный, то есть это и вал, и сразу на нем нарезан зубчатый венец или шлицевое какое-то соединение, неважно. Но это вал шестерный. Здесь тоже похоже вал шестерный, видите, но здесь еще плюс напрессована такая вот шестеренка отдельно. Здесь непонятно. Как вы видите, вот выход здесь идет, да, и какой-то привод подключается, да, то есть это может быть повышающий редуктор, скорее всего, вот. Получается вот такая вот петрушка. Давайте дадим определение все-таки валу. Вал — это деталь механизма, имеющая форму стержня и служащая для передачи на другие детали этого механизма крутящего момента, тем самым создавая общее вращательное движение всех расположенных на нем, на самом валу, имеется в виду деталей, шкивов, эксцентриков, колес, зубчатых, каких-то фрикционных, неважно, всех элементов. Запомните обязательно вот это определение, потому что оно в будущем нам сейчас пригодится, когда мы будем рассматривать, собственно говоря, ось. То есть все элементы, которые надеты на валу, и он сам, вращаются с одной скоростью и обеспечивают передачу крутящего момента. То есть на нем может быть несколько шестерен надето, они могут быть в нескольких зацеплениях. То есть это может быть. То есть вот смотрите, для примера, вот это такой вал, который вот под номером здесь у нас 3, но здесь номеров я не ставил, то есть 1, 2, 3. Вот, к примеру, да, вал номер 3, вот такая конструкция. Смотрите, шестерня одета здесь на шпоночный паз,
крепится. Ну, это такое самое консервативное, такое достаточно дешевое. Есть шестерни, которые крепятся на шлицевое соединение, к примеру. Ну, на валу имеется шлиц и на шестерне шлиц, но это более дорогостойкое, конечно, и более прочное соединение. Вот. Как видите, вот крутящий момент. А здесь на выходе, да, то есть вот на выходе в самом редукторе вы можете повесить какой-то шкив, да, какую-то ременную, цепную передачу, звездочку закрепить. То есть и уже получается вот этот вал от этой шестерни будет, соответственно, передавать тот самый крутящий момент, о котором говорится в данном определении. В принципе, что такое вал, я думаю, уже сейчас стало понятно. Поэтому мы сейчас переходим к оси, то есть разберем, что такое ось. Вот такая веселая картинка. Дед да баба едут на рынок, да, едут они и даже не подозревают, что у них в телеге есть две оси. Две оси, которые, как вы видите, не имеют какого-то привода, не передают никуда крутящий момент, а за счет того, что у них есть конь, который тянет, просто вращаются. Сейчас вы поймете более на, так сказать, техническом языке. Вот может быть такая вот ось, допустим, да, ну это какая-то элементарная, да, то есть можно какие-то здесь переходные втулки ставиться, на эти втулки могут крепиться какие-то, допустим, там валы, могут крепиться какие-то колеса. Ну, то бишь говоря, современная ось такой телеги будет выглядеть вот так. Как вы видите, здесь что? То есть здесь на какую-то, это не обязательно даже какой-то цилиндрический, да, предмет, то есть не обязательно какой-то именно вал, это может быть, видите, какая-то конструкция, и все это в сборе может называться осью. Ну, то есть вал это как бы классика жанра, ну а современный это вот такое. Также есть такое определение, или как это назвать, понятие, как ось автомобиля. Что такое ось автомобиля? Давайте немножко на этом остановимся. То есть ось автомобиля, это, как вы видите, механизм, сюда вот крепятся колеса, да, там есть какие-то определенные там, ну, колодки торможения, то есть в зависимости от чего, то есть как сделана ось, какие-то подшипники стоят, которые выдерживают определенные нагрузки. То есть зависит от конструкции автомобиля, начинка может быть абсолютно разная. То есть вот для примера, смотрите, вот автомобиль, вот у него передняя ось, как вы видите, здесь просто такая идет балка, на ней крепятся два таких колесных механизма, которые все включают, скорее всего, подшипниковые узлы, которые, так сказать, держат весь вес автомобиля и не позволяют ему никуда деться. А задний мост, он является ведущим, то есть к нему присоединяется карданный вал, который идет от коробки передач, там от двигателя передается вращение, и за счет этого он толкает автомобиль вперед, а передняя ось просто его поддерживает. Итак, давайте определение все-таки официальное, чтобы понять, что это. Ось – это деталь механизма, предназначенная для соединения и скрепления между собой деталей данного механизма. Ось воспринимает только поперечные нагрузки, напряжение изгиба. Оси бывают неподвижные и вращающиеся. Естественно, если ось выглядит вот так, то она, естественно, неподвижная. Такая ось также неподвижная, то есть она стоит неподвижно, а вот эти элементы за счет того, что там внутри какие-то подшипниковые узлы установлены, позволяют колесам свободно вращаться. Есть оси подвижные. Вот, к примеру, яркий пример – это вот телега, на которой едет этот прекрасный дедушка со своей бабушкой. Тут, естественно, оси на более старых, так сказать, вариантах. Колеса вращались вместе с осью, то есть с одинаковой скоростью. Но это не совсем приемлемо, потому что как на поворотах не очень хорошо, потому что скорость колес была разная. Потом уже появились колеса, которые вращаются отдельно, каждое само по себе, где-то типа подшипника скольжения такого было, но опять же ось оставалась осью. Вот смотрите, как выглядит ось обычной тележки, да, то есть которую мы используем, которая в принципе даже вот такие тележки похожи как чемоданы на колесиках, да. Вот у нас есть крепежные элементы на каких-то подшипниках скольжения, и сюда крепится основная, так сказать, масса, пусть даже вот такая телега, пусть такая. Здесь имеется просто
колеса устанавливаются с какой-то, к примеру, резиной устанавливаются. И здесь также могут, вот здесь установлены быть какие-то подшипники, и будет передаваться вращение, и ось при этом будет неподвижная. А может быть просто, как здесь на шпоночный паз, а здесь какой-то подшипник скольжения. То есть получается, колеса вместе со всей осью будут вращаться, а элемент, который будет стоять сверху, к примеру, какая-то площадка тележки, она будет, соответственно, неподвижна. Вот, собственно говоря, чем они друг от друга отличаются и что это такое. А я на этом с вами прощаюсь, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и ждите моего следующего видео. Пока-пока!